Добрый день, дорогие друзья, я вернулся к вам с новой реакцией, и перед началом я хочу вам кое-что сказать. Как вы знаете, я уже месяц рекламирую VPN и буду продолжать делать это, потому что VPN для россиян это сейчас, на данный момент, нужная вещь. Поэтому переходите по моей ссылке в Telegram-бот. И этот VPN очень дешевый, ребята, он недорогой, поэтому советую покупать, если вам вдруг нужен VPN. И если вы не знаете, как и что, там есть видео, как все это делается, и вот тут будет видео проигрываться, как это все делается, если вам вдруг нужно будет, да. И давайте же начнем. Как установить VPN на свой телефон? Заходим в бота и переходим в главное меню. Нажимаем на раздел «Мои активные ключи», выбираем нужный ключ и нажимаем на него. Далее выбираем свое устройство, нажимаем «Скачать приложение» и устанавливаем V2 RayTune на свой телефон. После установки возвращаемся в бота и нажимаем «Подключиться». У вас появится уведомление. V2 RayTune запрашивает разрешение на добавление конфигурации VPN. Нажимаем «Разрешить». Включаем VPN в приложении и наслаждаемся свободным интернетом. Как купить VPN-ключ? Заходим в бота и переходим в главное меню. Нажимаем на кнопку «Купить/продлить». Жмем «Создать новый ключ». Выбираем нужный тариф и нажимаем кнопку «Оплатить». После оплаты возвращаемся в бота и нажимаем кнопку «Проверить оплату». Когда оплата подтвердится, ниже ключа нажимаем на свое устройство. Далее нажимаем «Скачать приложение» и устанавливаем V2 RayTune на свой телефон. После установки возвращаемся в бота и нажимаем «Подключиться». У вас появится уведомление. V2 RayTune запрашивает разрешение на добавление конфигурации VPN. Нажимаем «Разрешить». Включаем VPN в приложении и наслаждаемся свободным интернетом без ограничений. Ну, поехали! Love it. Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. Я бы никогда не узнал эту песню. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mind to describe behind the curtains in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go А вот теперь узнал бы. on. Show must go on. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another courage on the knock. Does anybody know what we are looking for? You can see the inner bang going Another out too. hero. Yeah. Another mind described behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. Show must go on. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Yes! Was that violin? Electric violin? Sure You're is. distorting it. That's awesome. Woo! You don't see that too often. That is sweet. My soul is painted like the wheels of Мы так это пересмотрим.
Сначала я подумал, что это была электрическая скрипка, но оказывается, что это была реальная скрипка, звук которой выходит через дисторцию. И это было очень круто. А что разного в оригинале и в этой песне? И здесь есть что-то такое фундаментально разное, а? Может, структура другая? Я большой фанат Queen, но я не знаком с этой песней так хорошо, я знаю только припев. Я не слышал эту песню многое количество раз. Поэтому я не знаю, что тут разного. Темп точно разный. И очевидно, что у Димаша оркестральный инструментал, да. Но я думал, может, есть разница в структуре? Но мне нравится вайб этой песни. Я хочу отметить пару интересных вещей в его пении. Он модулирует. Сюрприз. С Димашем мы обязательно должны модулировать. Он начинает в си миноре, а потом поднимается... Я забыл, где это было. Ну, где-то посередине второго куплета. Он поднимается на полтона выше, и когда он уже поет припев в до минор, это нота до, то же самое до, когда он пел это. Это то же самое до второй октавы. И я хотел это отметить, потому что он делает абсолютно разные вещи с одной и той же нотой. Он больше давит, там больше грудного голоса. И вот когда он пел это во второй раз, до второй октавы, было ощущение, что там больше энергии, и как будто бы оно выше, чем предыдущее. И тот факт, что он может манипулировать одной и той же нотой и заставлять их звучать по-разному, это вот часть его невероятных возможностей, которые у него есть. Я отмотаю назад, я хочу услышать его соло. So this is the conductor, someone said in the chat. My soul is painted Great. like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday, recall but never die. I can fly, my God. Фредди бы это понравилось. Да-да. Show must go on. You find the regret. I am never giving in. Got it all. You find the regret. I am never giving in. Got it all. Show. Помнишь, я говорил про одинокую ноту до второй октавы? Ну вот, давай добавим туда еще одну октаву. Эту очень одинокую до второй октавы? У меня до сих пор мурашки. Эти ноты не являются обычными, чтобы вы понимали, да? Очень малое количество людей могут петь такие ноты. Как сказал Джой Робинсон, потому что он может. Каждый фанат Димаша, каждый диерс, ну даже если вы впервые слышите Димаша, вот у вас в голове будет такая мысль, что есть такая возможность, что вот он, Димаш, может петь еще выше, потому что вы уже как бы слышите, как он поет высоко, а он берет и поет еще выше. Вот я скажу тебе, я люблю Фредди Меркьюри, один из моих любимых певцов всех времен. Но даже сам Фредди Меркьюри сказал бы, что он не смог бы взять эти ноты. И тем более не таким образом. Хотя и у Фредди был диапазон и всякие техники, которые сделали его популярным. Думаю, это большая честь, если Димаш сделает кавер твоей песни. Вот моя мечта сбылась бы, если Димаш сделал бы кавер на мою песню. Вот, Димаш, это сообщение тебе. Просто возьми любую мою песню, все мои песни. Ты также можешь смодулировать 12, 13 или 14 раз, чтобы понять, что тебе подходит по твоему диапазону. И это будет нормально.